Всем доброй ночи еще раз. Итак, друзья мои, коварство и ложь, ненависть, любовь, восхищение, зависть, желание разбогатеть, обрести власть, желание быть любимым, либо извести своего врага. Эти все желания, страсти человеческие всегда были присущи людям от начала их создания и до сегодняшних дней. Человек не меняется. Абсолютно. Ничего на этой земле не изменилось. Изменились декорации. Вместо карет и лошадей машины появились. Вместо пещер сначала появились дома, потом появились дворцы, потом появились уже здания, потом опять дворцы и дома вместе со зданиями. Но человек сам по себе не поменялся никак. Он какой был, такой и остался. В нем есть и темная сторона, и светлая сторона, и зло, и добро. И от его души зависит, что преобладает в человеке больше. Если планка души человека на должном уровне, то человек способен обуздать свои страсти, свои страхи, зависть, ненависть, черные мысли. И если он способен их обуздать, значит, он личность. И тогда в нем преобладает хорошее, светлое, доброе. Ну, это так, условно говоря. Если человек не имеет самокритики, если человек не способен на справедливые решения и по отношению к себе, и к другим, даже если человек понимает, что в чем-то он был неправ, и способен принять правду и с этим жить, этот человек будет счастлив. Счастлив не полностью, потому что полностью во всем счастливым быть невозможно, когда в мире существуют бедные люди, голодные дети, беспризорные животные. Невозможно быть счастливым. Но относительно довольным своим положением можно быть. Но я говорила и повторяюсь, если у вас есть враги, не потому, что вы плохой человек, а потому, что вы очень многое добились в жизни, либо есть чему завидовать. И опять же, не обязательно, чтобы вы были архибогатый человек или очень счастливый человек. Вы можете быть одиноким человеком, среднеживущим, но вам будут завидовать. Те, у которых все есть, потому что они рядом с вами чувствуют себя ущербными. Они понимают, что, например, если у них есть что-либо в жизни, это благодаря их мужьям, это благодаря какому-то везению в жизни, это благодаря родителям, которые хорошо пристроили их. И они замечательно понимают, что если бы у них не было этой опоры в жизни, то у них не было бы даже того, что есть у вас. То есть они в любом случае чувствуют себя ущербными, в любом случае начинают вас ненавидеть, хотя вы не понимаете, зачем, почему. Имея такое богатство, такой статус, имущество, семью, как можно завидовать мне? Завидует. Потому что понимает, что все, что у них есть, это ничто. Не будет родных, близких людей, не будет мужа рядом. И все это исчезнет. Они зависимы от всего этого. А вы нет. Вы сами все создали, и вы не боитесь перемен. Они это чувствуют. Они чувствуют в вас эту силу и завидуют. Я вам говорила
почему люди, низкосортные, мелочные, ничтожные душонки, чаще всего живут доносами. Такими доносами жили в 1937 году, когда, например, старая дева в этих крупных очках, которая весила 200 килограмм в свои 30 лет, безобразное какое-то существо, сидела возле окна, следила за врачами, за учителями, за композиторами, за актерами, писала доносы. И по доносу такой твари когда-то расстреляли более 18 тысяч человек за 11 лет. У нее были целые папки. И когда она уже, наверное, видимо, сошла с ума и начала доносить на тех людей, на которых доносить не нужно было, на своих людей, да, в НКВД, то ее сначала упекли в психушку, а потом ее объявили тайным агентом, каким-то шпионом. Ее саму расстреляли. И когда проводили обыск в доме, в этих архивах сохранились вот эти вот документы, как-то я смотрела. Я не помню, как эту нелюдь звали, и не хочу помнить. И хорошо, что ее имя никто не помнит. Но, друзья мои, вот поразительно, огромные папки, наверное, несколько сотен огромных папок, которые нашли в доме у нее, и там подробно расписывалось, кто куда пошел, во сколько вернулся, во сколько, какие подозрительные люди были у подъезда такого-то человека, что этот человек купил в магазине в такой-то день, откуда у него такие средства. Представляете? Вот что происходило, вот как бесполезные существа могут расправляться с полезными людьми. Почему? Потому что в силу никчемности и ненужности в этом мире, понимая, что они никто. Вот эта дама, например, жила с старой матерью на ее пенсии. Нигде не работала. И она понимала, что она ничего не добилась в своей жизни. Еще не поздно было ей добиться, заняться собой, но она этого не сделала. Она пошла коротким путем. Она решила уничтожить тех, кто чего-то добился. Это ложное ощущение власти. Вот я никто, звать меня никак, я ничего не могу, ничего я не добилась в жизни, но зато я могу сломать жизнь тому, кто добился. Я власть. Я могу там пойти, написать, доносить. Начнут поганить жизнь этого человека, мне будет хорошо. А им нечего бояться, они же ничего не создали, чтобы переживать, что а вдруг потом меня проверь. А что тебе? Ты неинтересна. Вот о чем речь. И когда вы достигаете какого-то успеха, какой-то вершины, подобные существа считают, что вам незаслуженно повезло. Всегда завистливые существа считают, что человек, который чего-то добился, ему просто повезло. Не потому, что он работал день и ночь. Не потому, что он отдал свое здоровье, время, жизнь, изучал, читал, совершенствовался. Нет. Ему просто повезло. Незаслуженно повезло. Поэтому нужно все сломать. Нужно разрушить. Помимо заговоров, ритуалов, помимо защит, которые дают силы, есть один очень важный секрет. И я к этому пришла, к выводу. Я думаю, могу вам посоветовать, потому что очень многое в моей жизни, то, с чем я делюсь, помогает другим людям правильно жить, правильно идти вперед. Никто никогда не сможет вам навредить, никто не сможет спустить вас с вершины, если вы идете дорогой человека, а не Бога. Объясню, что это означает. Не по следу Бога и не за Богом, а дорогой человека. Какие свадьбы и союзы быстрее всего распадаются?
когда у них была шикарная свадьба, на миллиарды там потратили, столько народу пригласили, чего там только не было, и фонтаны шоколадные бьют, и цыгане танцуют, и арабские танцы, и все на свете. Пожили там пару лет и разошлись. Человек в свой день рождения Киркорова пригласил, и всех пригласил. В итоге оказывается то в тюрьме, то разоряется, еще что-нибудь. Актер решил, что он звезда, он всем хамит. Он уже может вести себя как хочет, развязанно, то кусает кого-то, то бьет кого-то. На этом все заканчивается. Не только потому, что он грубо и недостойно себя ведет, а все сходит на нет. Когда человек мнит себя Богом, он решил, что он уже Бог. А боги не любят, они очень ревнивы. Они не любят, когда люди чрезмерно шикарные пиры устраивают. Люди не любят, то есть боги не любят, когда люди чрезмерно высоко ценят свой день рождения. Кто ты? Земное существо, пыль. Фу, и тебя нету. Ты что из себя так прям представляешь такую вершину великую, что ты свой день рождения празднуешь как царь, в то время как эти миллиарды, которые ты тратишь на свои дни рождения, шикарные свадьбы и так далее, ты можешь отдать и помочь голодным детям, на операцию кому-то отдать деньги. В конце концов, да, человек имеет право тратить свои деньги так, как он хочет, но должна быть мера во всем. Когда человек переступает эту черту, он начинает мнить себя Богом, и боги его приземляют. И очень сильно. Могут так ударить, что он больше не встанет. Если заметили, все просто великие актеры Голливуда, тот же любимый всеми Киану Ривз, который просто сидит с обычными людьми, ест хот-дог, разговаривает, миллиардер, один из самых богатых актеров, простой человек. Да, у него майка там, может быть, стоит несколько тысяч $. Он может себе позволить, он не имеет на это права, он для этого работает. Но он не ходит с этими чеками на вещах, чтобы все смотрели, видели, сколько это стоит. Не принижает других. Понимаете меня? Если человек... Вот чем человек велик душой, тем он проще. Он простой человек, он может разговаривать, юморить, он может какой-нибудь неприличный анекдот рассказать. Он каждое слово не взвешивает 50 раз, чтобы все четко, по плану. Это фальшь. Оставайтесь на уровне человека, и вы увидите, что вы всю жизнь будете обеспечены, сильны. С вами никто ничего не сможет сделать. Тот, который перешел на уровень Бога, как ему кажется. Некоторые даже снимали ролики, как стать Богом, учили других. И в итоге абсолютно все потеряли. Богом мы не станем, мы никто, чтобы вообще мечтать о таком. Нам не нужно, нам роль человека присуща, и этого достаточно. Оставайся на уровне человека. И никто тебе ничего не сможет сделать. Ну и пользуясь тем более, как человек, защитой. Теперь, неважно, чем вы занимаетесь, люди могут по-всякому и пытаться на вас там колдовать, ходить, и пытаться крадники лепить. И просто ненавидя, и просто могут сглазить вас, потому что они же не понимают, чего вам это стоит. Им же кажется, что это незаслуженно все вам везет. И, естественно, начинается змеиный клубок вокруг вас. Начинаются трудности, проблемы. Начинается и от властей, и от врагов, и отовсюду. В древности обращались к силам змеи. Это не именно, сами понимаете, не к присмыкающимся, да, как змеям, а к этому эгрегору темной
силы, поскольку змея как проводник между силами, между духами и людьми. И вот к этому темному проводнику обращались. И к его силам, которые приходили и как змеи вокруг ваших врагов просто вот так вот оборачивались кольцами, закрывали их от вас. Или вокруг вас оборачивались и их не пускали, жалили. По-разному можно составить эту защиту, этот заговор, и составляли по-разному. Эта защита называется «Змеиные дочери». Вы призываете невидимую силу, и в своем иллюзорном, вот этом иллюзионном мире, или иллюзорном, не помню это слово, иностранное и по-разному звучит, в параллельной реальности вы создаете эту реальность, потом она переходит в наш мир. Здесь хочу сделать одно уточнение, потому что здесь есть слово, значит, служилые люди. И хочу, чтобы вы поняли, по-моему, здесь сказано о служилых людях. Сейчас, да. Есть несколько обозначений. Например, в прошлом заговоре было сказано служивым людям. А здесь служилым людям. Объясню, что это такое. В прошлом, то есть заговор от чиновничьего беспредела, там сказано государевы служивые люди и чиновники, всякие власти и так далее. Вообще служивый человек, изначально до 17 века служивый, обозначался как военный и как, полиция сегодняшняя, то есть царевы люди. Может быть, как опричнина потом при Иване Грозном. Служивые их называли. А потом так начали называть только военных, служивых людей. А уже всех чиновников начали называть служилые люди. Понимаете, вот иногда можно запутаться. Поскольку в том заговоре и государевы люди, и казенные люди, то есть это, в принципе, одни и те же, но отдельно обозначилось. Служивые – это полиция и, то есть, военные, вот их так называют. Но здесь не о военных речь, а о полиции чаще всего применяется. А в этом заговоре служилые люди – это общие чиновники, обозначения. Чтобы понимали, почему там служивые, здесь служилые. Так просто объясняю на всякий случай. Значит, это в основном это защита, если начинает вас преследовать там, судами, доносами, заявлениями и так далее. Понятно, что с вами, может, и ничего не сделают, если вы невиновны. Хотя, как во времена Сталина говорили, был бы человек, а статья найдется при желании любого человека, то есть любому человеку можно навредить. Но в любом случае, как только начинается вот такое преследование, или вы чувствуете это, понимаете, что такое может быть. И преследование там на уровне этих казенных служб, и преследование на уровне, может быть, на работу вам звонят, там что-то говорят, грозятся, и физическое преследование. Одним словом, открывайте окно ночью или вечером, солнце должно сесть, и читайте в открытое окно 6 раз. Столько дней, и ночей, и вечеров к ряду, пока вся эта опасность не уйдет. Это не в тот момент, когда вот начали, вас позвали или что-то такое. Можно и в тот момент начитать. Но это будет днем. Оно сработает просто как временная защита вот сейчас, в данный момент. Но чтобы абсолютно от вас отстали, ушли, надо вот именно таким образом. 6 ночей к ряду открывайте окно,
и в открытое пространство читайте. Ой, не 6 ночей, столько раз читайте, пока не минует беда. По 6 раз. Итак, что произойдет, как отвлекут этих людей, так называемых, от вас? Кто-то заболеет, у кого-то самого начнутся проблемы с законом, раз уж он очень сильно хотел вам создать проблемы. У кого-то, кто бежит по милициям, ноги сломаются, не сможет встать. У кого-то начнутся такие проблемы, что будет не до вас. Вообще-то вам должно быть плевать. Тот, кто не способен на милосердие, сам этого милосердия не заслуживает. Поэтому либо вы будете жалеть и проявлять милосердие к тем, кто вас хочет уничтожить, тем самым дав ему шанс это сделать, либо вы будете действовать как настоящие воины, и больше к вам никто не посмеет подойти. Итак, начнем. Змея Скорпия, зови своих дочерей, хладнокровных, злобных змей. Змею Гордею, змею Чародею, змею Мучительницу, змею Воительницу, змею Блюстительницу и всех иных змей. Прикажи, змея Скорпия, своим дочерям меня защищать, меня, имя ваше, охранять ни царю, ни князю, ни государевым людям, ни служилым и ни иным властям губить, травить, вредить, не давать. Пусть змеи твои 666 раз свернутся, и все враги мои и опасности от меня откачнутся. Ключ, замок, язык. Заклято. Когда будете читать, вас начнет трясти. Это очень сильный заговор. Но зато и поможет быстро. Змея Скорпия, зови своих дочерей, хладнокровных, злобных змей. Змею Гордею, змею Чародею, змею Мучительницу, змею Воительницу, змею Блюстительницу и всех иных змей. Прикажи, змея Скорпия, своим дочерям меня защищать, меня, имя, охранять. Ни царю, ни князю, ни государевым людям, ни служилым и ни иным властям губить, травить, вредить, не давать. Пусть змеи твои 666 раз свернутся, и все враги мои и опасности от меня откачнутся. Ключ, замок, язык. Заклято. Змея Скорпия, зови своих дочерей, хладнокровных, злобных змей. Змею Гордею, змею Чародею, змею Мучительницу, змею Воительницу, змею Блюстительницу и всех иных змей. Прикажи, змея Скорпия, своим дочерям меня защищать, меня, имя, охранять ни царю, ни князю, ни государевым людям, ни служилым и иным властям губить, травить, вредить, не давать. Пусть змеи твои 666 раз свернутся, и все враги мои и опасности от меня откачнутся. Ключ, замок, язык. Заклято. Змея Скорпия, зови своих дочерей, хладнокровных, злобных змей. Змею Гордею, змею Чародею, змею Мучительницу, змею Воительницу, змею Блюстительницу и всех иных змей. Прикажи, змея Скорпия, своим дочерям меня защищать, меня, имя, охранять. Ни царю, ни князю, ни государевым людям, ни служилым и ни иным властям губить, травить, вредить, не давать. Пусть змеи твои 666 раз свернутся, и все враги мои и опасности от меня откачнутся. Ключ, замок, язык.
заклято. 6 раз не буду читать, но вам нужно читать 6 раз. Желаю вам удачи. Всегда боритесь за себя. Идите вперед. И всегда знайте, что если вы доверяете силам и древним богам, то вы всегда будете в выигрыше. Всем удачи!